Привет, друзья! Рада вас видеть сегодня на уроке. Сегодня я объясню вам, что такое ударение и как его мы используем в русском языке. Ударение– это произнесение гласного звука более интенсивно, то есть с большей силой, и более долго, то есть длительнее. Ударения в русском языке разноместные. Я вам дам лингвистический термин. Что это значит? Это значит, что оно может падать на каждый слог. В разных словах, конечно. На первый слог, второй слог, третий слог, четвертый слог, пятый слог, если это очень длинное слово. Нет закрепления ударения за каким-то конкретным местом в слове, за каким-то конкретным слогом, как это работает во многих языках. Например, в польском ударение падает на предпоследний слог. В русском языке такого нет, что немножко затрудняет изучение языка иностранцам. Еще один интересный аспект – это то, что ударение может перемещаться в одном и том же слове, а точнее в разных формах одного и того же слова. Например, глагол «хотеть» в инфинитиве ударение на суффикс, на конец слова. «Я хочу» ударение на окончание. Все логично, но ты хочешь, он хочет. То есть происходит перемещение ударения в том же самом слове, только в разных его формах. Это встречается не только у глаголов, но и очень часто у существительных, которые называют предметы. Например, в форме множественного числа часто переходит ударение на окончание. Видите, я хотела сказать раньше, чем подумала. Например, город, города, берег, берега. Сравните, как звучит ударный слог и как мы говорим безударные слоги. Например, мама. Первый слог ударный. Интересно. Ударение на «е». Как здесь красиво. Ударение на «и». И я всегда повторяю, что в русском языке ударный гласный реально более длинный и реально более интенсивный, ярко выраженный. Поэтому не надо бояться его протянуть. Это очень характерно для русского языка. И поэтому иностранцы часто говорят, что русские немножко поют. Почему это так звучит? Именно потому, что мы длительнее произносим ударный звук. И если вы хотите говорить по-русски без акцента, то важно уметь произносить ударный гласный дольше, длительнее,
чем безударный звук. Например, как хорошо, как приятно. Мы рады вас видеть. Мы действительно тянем эти ударные звуки. Хотя, конечно, в разговорной речи, когда мы говорим очень быстро, этого так не слышно, но всегда это удлинение звука присутствует, то есть имеет место. Плюс еще одно очень важное. Когда мы произносим ударный звук, он всегда представлен в неизменной форме. Я сделала много уроков на тему, как мы редуцируем, то есть сокращаем, изменяем безударные гласные в русском языке. Но ударный звук всегда представлен в неизменном виде. То есть мы его говорим так, как он должен звучать. Если это О, ударное О, это всегда О, дом, хорошо, интересно. Здесь у нас безударное О, и поэтому перешло в А. Это теория, которую хорошо знать, но что нужно делать, чтобы научиться говорить по-русски правильно и использовать ударение так, как используют его носители языка? Для этого очень-очень важно слушать русскую речь. Причем не только слушать. Самое лучшее упражнение – это слушать текст и его читать одновременно. То есть, например, взять аудио к учебнику, слушать текст и смотреть на слова, на текст, чтобы у нас было в голове была такая ассоциация между тем, как слово написано и как мы его произносим, как оно звучит в русском языке. И я тоже очень-очень рекомендую не только читать и слушать, но и обязательно читать тексты вслух, дома, самостоятельно, чтобы повторять слова и тренировать свой речевой аппарат, да, тренировать язык и мышцы, которые отвечают за создание звуков. Я также рекомендую вам слушать музыку по-русски и петь эти песни, повторять за артистами слова и то, как они их произносят. Не бояться тянуть эти слова, тянуть эти ударные гласные. Я знаю, что для многих из вас это странно, это звучит так нестандартно, но это реально помогает почувствовать этот ударный слог и говорить по-русски более натурально, более органично. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось это упражнение. До встречи на следующих уроках. Пока-пока!